есть друг детства. Мы с ним родились с разницей в один день. С юных лет мы стараемся отмечать наши дни рождения вместе. И в этот раз мы решили отметить их нестандартно, а сплавляясь на байдарке в дельту реки Или. И хотя мой друг человек исключительно городской и привыкший к комфорту, мы решили, что этот сплав будет не простой прогулкой, а настоящим путешествием. Нам предстояло пройти 170 километров за 6 дней. Причем время года было конец марта, начало апреля. А в это время года погода очень неустойчивая и температура по ночам ниже нуля, а днем часто не превышает 10 градусов. Первые 2 дня по прогнозу должны были быть очень ветреными, а температура ночью минус 8. Мы планировали пересидеть ветер на берегу, акклиматизироваться и отметить наши дни рождения. Уже вечером первого дня поднялся сильный встречный ветер, и река забурлила бараном. На третий день встречный ветер, честно отработав, поменял направление и стал попутным, и значительно стих. Мы наконец-то смогли выйти на маршрут. В следующие 2 дня нам пришлось много поработать. Были и ветер, и захлестывающие байдарку волны, и холодные ночи, и много труда на стоянках. Но мы прошли приличное расстояние. Даже для подготовленного человека борьба с ветром, волной при низких температурах выматывает до предела. Что же говорить о людях, которые впервые оказались в таких условиях? Особенно усталость сказывается в конце гребного дня, когда все тело натружено, а еще предстоит разгрузка, установка лагеря и приготовление пищи. Жалко возьми теперь. Здесь очень неприятное место. И туда протаскивай вперед. Вперед протаскивай туда к резинам. Ты или распутывай, или стой на месте, или иди. Потому что шаг влево, и ты утонешь сейчас. Не надо чалиться, сейчас протащить надо байдарку. Куда?
Чтобы я в том месте оказался, где ты вышел. Еще? Вот, отлично. Вот кто-то сникерс тут разбрасывает. Откуда сникерс? Из кармана твоего вот. Еще у нас есть сникерс? Нет, это фантики. А. Теперь остановись. Ага, хорошо. Сейчас я вылезу. Вообще легко получилось. Ага. Вот так. Каждый раз, ночуя на этой стоянке, я хотел взлететь на дроне, чтобы осмотреть окрестные озера и увидеть лебедей. Но никак не удавалось. Каждый раз что-то мешало. И вот теперь у меня выпал шанс. И мне повезло.
мы все глубже и глубже заходили в дельту реки. Она уже распадалась на отдельные протоки, все больше встречалось просторных озер, на которых собирались огромные птичьи базары. Постепенно пробираясь через череду проток и озер, мы приближались к уже обжитым людьми местам. Все чаще появлялись моторные лодки рыбаков и машины с палатками на берегу. И вот мы вышли на прямой канал, который привел нас к стоянке, куда смогла добраться наша машина, которая отвезти должна была нас домой. На этом заканчивается первое путешествие на байдарке в этом сезоне. Это было и открытие сезона, и празднование наших дней рождения. Может быть, кто-то скажет: Заурбек, это же странно и даже неуместно встречать день рождения не в кругу семьи и близких, а где-то в глуши, в тяжелых бытовых условиях и физических нагрузках. Но как мы потом для себя определили, это были не дни рождения, а дни перерождения. Для того, чтобы чувствовать себя молодым, бодрым и сильным, нужно порой выходить за зону комфорта. Там мы активизируем все наши заснувшие системы выживания и саморегуляции. Несмотря на ночной холод, постоянные мокрые ноги, пронизывающий ветер, пищу, приготовленную не в совсем гигиеничных условиях, мы не заболели, не закашляли и не зачихали, но вернулись домой полные силы и энергии, набранной в этой удивительной дельте реки Или. А отпраздновать дни рождения в кругу семьи и друзей можно и на недельку позже.